Добрый день, друзья! Сегодня рассказ не об орхидеях, а о наших питомцах. Так как у нас их 5, 3 кота, 1 кошка и собака. Тут же прибежала собака. Иди вот сюда. Я сегодня разрешаю тебе сюда идти. Иди-ка. Ну иди скорее. Да. Иди ко мне на голову. Да. Да. Сегодня речь будет не о тебе, а ты хочешь все равно присутствовать, да? Ну хорошо, ложись. Ты не можешь лечь к публике лицом, а не спиной. Да. Поместить этот длинный рассказ в одно видео я не решилась. Поэтому выйдет серия видео о каждом питомце в отдельности. Потому что истории у них сложные. Не могу сказать, что очень длинные. Сначала печальные, потом очень радостные и хорошие. Музыкальное сопровождение сегодняшнего видео, конечно, от нашего младшего кота Семы. А речь сегодня пойдет о самом старшем нашем коте, о нашем рыжике. Полное имя у него Юлий, но мы его зовем Юлька. Я не могу его пригласить в кадр, потому что это кот, который гуляет сам по себе. Хочу приду, хочу нет. Поэтому мы вставим кусочки видео, где он сам приходил и сам хотел показаться в кадре. Это Юлий, наш самый взрослый кот. Ему 11 лет. Да, но они очень любят друг друга, они друзья. Он самый, ну сейчас уже самый... Юляш, подожди, не уходи, посиди рядышком со мной. Юля. А история у него такая. 11 лет назад, тоже летом, в августе, муж приезжает с работы и говорит: машина мяукает. Я говорю: что такое машина мяукает? Ну вот я ездил по области, проехал 500 километров, и когда въехал в город, мне начали показывать на светофорах, что машина издает какие-то звуки, то есть мяукает. Я один раз открыл капот, ничего не увидел, второй раз открыл, остановился, открыл, тоже ничего не заметил. Поэтому приехал домой и буду смотреть, что же там мяукает. Ну, понятно, что мяукать машина сама по себе не может, это может быть какой-то котенок. После того, как машина простояла больше часа с открытым капотом, двигатель понемногу начал остывать. В августе у нас еще очень жарко, поэтому прошло примерно часа полтора. И где-то показалось что-то маленькое, черное. В общем, он увидел, что там кот, котенок.
Малюсенький котенок. Еще прошло больше часа, прежде чем они с соседом смогли его достать из двигателя. И по рассказу мужа, после того, как они достали этого котенка, он помещался на его ладони, он сначала его укусил, а потом потерял сознание. И вот он приносит его домой. Грязный, черный комок, слабо подающий признаки жизни. Его привели в чувство сначала, потом начали купать. Это даже невозможно сказать купать. Начали его стирать, потому что машинного какого-то там масла или гари, или да, я даже не разбираюсь, что это такое. Но, в общем, он был весь в этой грязи машинной. Ну, может быть, даже и не машинной, может быть, даже еще какой-то, в общем, жирная какая-то грязь была на нем. И когда мы его наконец-таки отмыли, оказался маленький рыженький котенок. Наверное, злой на всех и на все. Очень напуганный, очень агрессивный. Потому что, когда его пытались погладить, он обязательно шипел и кусался. Но он действительно был крохотный. Все время будут появляться фотографии. Вот даже есть фотография, он еще мокрый сразу после купания. Вот такой интересный случай. Вот такую агрессию он проявлял еще, наверное, 3 года. Его невозможно было погладить, и невозможно было никому отдать и пристроить, потому что он все время то шипел, но и шипел именно не на котов и не на других животных. Он шипел именно на людей. Видимо, так сильно был обижен людьми. А на тот момент у нас было еще 2 таких возрастных кота, и он влился в эту семью, стал 3-м котом в нашей квартире. К сожалению, тех 2 уже котов нет с нами, они прожили свою долгую жизнь вместе с нами, но на картинках они будут появляться. А вот к животным он был очень дружелюбен. Он подружился с этими котами, и старший кот, его звали Чудо, он стал ему родной матерью. Он его облизывал, ухаживал за ним, все время его пытался, наверное, наставить на путь истинный. Ну, в общем, дружба у них была очень хорошая и интересная. Так они и прожили вместе всю жизнь. И что самое удивительное, через 3 года он перестал кусаться. Естественно, мы его не смогли никуда отдать в добрые руки, потому что он был очень агрессивный. Поэтому он остался с нами. Мы это все вытерпели. Он стал очень добрым, очень ласковым, но со своим характером. То есть я делаю то, что я хочу, а люди живут вокруг меня. Скажешь, что я залила все орхидеи. Юлечка. Но сейчас, конечно, так не происходит. Он ласковый, он не кусается, он приходит и на ручки садится, но только когда он этого хочет. Так вот, я его не могу взять в руки, он больше приходит к мужу. Вернее, я могу взять, но он не любит сидеть на руках. Есть коты, которые можно взять, потискать, поласкать. У нас такой кот Дема, о нем еще будет разговор и рассказ. А Юля нет. Юля может прийти, его можно погладить, он сядет на коленочки, будет очень мурчать замечательно на коленях. Но до той поры, когда ему это нравится. Потом он развернется и тихо уйдет. Но он самый сейчас доброжелательный. И после него появилось еще 2 кота, кошка и собака. Он самый первый всегда начинает общение с новым животным и очень дружелюбно к ним всегда относится. Что? Делим сумочку? Да? А Лакуля не принимает участие? Лаки,
собаки. Ты не хочешь посмотреть, что принесли? Принесли арбузики. Так, арбузик надо есть, да? Сразу. Речи. Речи, ну дадим мы тебе вкусный арбузик. Ну. Сёма, скажи, да что ж такое? Какие эти собаки глупые? Какие коты умные? Тяжелое детство у собаки. Они просто заняли сумочку из-под арбуза и сидят теперь. Да, Юлечка? Юлька. Юля, скажи, арбуз мне и так достанется, а вот сумочка. Например, вот с черным котом Семой они очень любят друг друга. Ну, Сема любит попадать в кадр, а Юля не очень. Они могут рядышком спать, могут друг друга облизывать, рассказывать друг другу какие-то песни и истории. И что самое интересное, Юля первый подружился с собакой. Вот сложно взрослых котов подружить с собакой, которой тоже 2 года. Но Юля это смог сделать на 3-й день. И сейчас они тоже лучшие друзья. Так что судьба у него попасть в нашу семью была сложная, но все закончилось хорошо. И мы его очень любим. И он у нас такое солнышко рыжее в квартире. Может быть, сейчас Юля не очень любит участвовать в съемках видео, но зато в монтаже видео Юля всегда лежит рядом с компьютером, находится рядом с моим мужем и всегда смотрит, что же он там монтирует, что же он там делает. Юлечка, твоя помощь неоценима. Мы монтируем видео, а кто-то спит. Поэтому Юля тоже всегда участвует в процессах выпуска видео, но приходить сейчас не хочет. В следующий раз я вам расскажу про кота Дему. Если вам интересно узнать истории про наших животных, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, будет приходить оповещение о новых видео, вышедших на канале. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!